Слабая защита у России. Ракеты, наведения, все это американское, европейское. Когда началась война, думали ли вы, что Украина может атаковать Россию именно таким образом? Там 147 институтов готовили уничтожить нашу страну с 1985 года. Я хочу умереть, потому что я не вижу выхода. Пух-пух. Что вы чувствуете по поводу растущего числа атак дронов на Россию? Тревожно. В частности, и до нашего региона доходит. Ничего хорошего. Плохо. Не знаю, некое смятение, наверное. Было бы здорово узнать, что нам делать с этим. Вы знаете как? Есть пятая колонна, которая поднимает голову у нас. И я считаю, что дроны – это поддержка нашей пятой колонны. Просто хотят нарастить отрицательное настроение в России. И это стоит понимать. Слабая защита у России. Вот и все. Больше я ничего не могу думать. Скорее, волнение определенное ощущаю, наверное. Беспокойство. На мой взгляд, из-за этой ситуации надо уводить людей, нужно их переселять, нужно как-то сохранить жизни. Это очень плохо, потому что пострадать могут мирные люди, даже несмотря если это куда-то было направлено на какие-то точные цели, скорее всего, страдают мирные люди от этого всего. Что вы чувствуете по поводу увеличения количества атак на Россию при помощи дронов? Им нужно как-то показать себя, что они чем-то могут еще нас достать. Хотя получают всякие там от нас предупреждения, они продолжают. Это один из способов себя как-то проявить еще. Не то, что не беспокоит, этого вообще не должно быть. Мы вообще должны забыть, что такое война. Но я считаю, что просто мы должны увеличивать нашу противовоздушную оборону и их уничтожать. Потому что они потому что вот это объединенное войско, да, это же не только украинское, это просто воюют украинцы, оружие и ракеты, наведения, все это американское, европейское. Поэтому я думаю, что они чувствуют, что они теряют территории, потихонечку, но теряют. Что-то надо делать, нужно иметь какую-то медийную картинку. Давайте дронами. Я военный, я бывший военный. Бывших не бывает. Всегда во всем, сколько существует человечество, столько средства нападения опережали средства защиты. Нет, конечно, лучше бы этого не было. Простите, но я вообще затрудняюсь ответить на каждый вопрос. Когда началась война, думали ли вы, что Украина может атаковать Россию именно таким способом? Нет, конечно. Я вообще не думал, что Украина может сопротивляться. Хотя бы даже с помощью западного вооружения. Нет, тогда нет. Что нам будет непросто, я понимала. Нет. Нет, не думал. Это новейшая тактика, новейшие достижения, новейшие технологии. Куда это, по-вашему, ведет? То есть бойца вообще уже не будет скоро на поле боя? По крайней мере, бойцы будут более защищенные в этом плане. С одной стороны. С другой стороны, техника продолжает развиваться, меньше потери будут. Нет, конечно, не думала. Мы думали, что они вообще-то обещали. Вот там пойдут, нам докажут, там до Москвы дойдут. Но мы как-то к этому считали, что это бахвальство, что они сами не дойдут. Я никак не думала, что им так будут помогать. Нет, я что хочу сказать. Естественно, они готовились, институты готовились. Там 147 институтов готовили уничтожить нашу страну с 1985 года. Естественно, они все это разработали, они уничтожили нашу промышленность Нижегородской области. Горький был закрытый. Я когда в 5 классе сюда приезжала, просто здесь вот так вот ходить из угла в угол, прописаться невозможно было, потому что это был промышленный город. Он был закрытый. А сейчас у нас нет, у нас, пожалуйста, промышленность уничтожена. Но мы за этот период, спасибо Путину, мы успели, опередили, успели встать, сообразить, что все, хватит, ребята, быть простым и добрым. Пожалуйста, заходите, что хотите, то делать. Все. Прошли те времена. Мы начинаем контролировать всех и все. Вот и все. А что переживать-то? Это было довольно очевидно, потому что мы живем
в период глобализации, когда все у всех воруют технологии, поэтому очень было вероятно то, что будут применять и ракеты, будут применять и дроны, и другие какие-то технологические приемы. Все это было совершенно очевидно. Предполагал, потому что война изменилась еще со времен Сирии, собственно, дроны, все это пошло оттуда. А сейчас это набирает очень большой ход, новые модели, прочее, более опасные. Стало гораздо больше средств поражения. А когда началась война, думали ли вы, что Украина будет атаковать Россию именно таким образом, что война будет настолько высокотехнологичной? Конечно, конечно. Танки потеряли актуальность. Они не идут, танки – это средство прорывов, а они сейчас как самоходки. Пух-пух. Ну, прям вот, что именно точно таким, конечно, нет, а что в целом что-то похожее, наверное, скорее, да. Простите, но я не хочу на это отвечать. Нет, не думала. Вы знаете, я накануне смотрела, может, за неделю до начала. Вообще мы живем в Италии. Но я приехала сюда домой, муж не мог приехать, и я была здесь. И я смотрела передачу. И там была старуха из Донбасса. И она говорит, что во время этого мира, перемирия, да, у меня снайпер убил дочь, да, и у меня остался на руках внук. Потом, через какое-то время, украинская бомба, еще было перемирие, еще ничего не начиналось, убила этого мальчика. Потом я перенесла ковид. Нас не защитит никто. Я хочу умереть, потому что я не вижу выхода. Если Россия нас не защитит никто. И когда Путин вел войска, я плакала. Потому что я вспоминала эту женщину и думаю, Господи, слава Богу. А она высокотехнологична? Дроны, раньше изменилось все. Мне кажется, дроны раньше появились сильно. Нет? Боевые имеются. Боевые. Учитывая мое примерно нулевое знание о технологиях военных и том, как это все устроено, наверное, я не ожидала, но я, в принципе, ничего об этом не думала, кроме того, что не стоило, наверное, в принципе, этого делать. А что вы чувствуете по поводу растущего числа атак дронов на Россию? Чувствую. Да. Беспокойство или вас это не интересует? Все равно... Скорее, волнение определенное ощущаю, наверное. А когда началась война, думали ли вы, что Украина может атаковать Россию таким образом, что война будет настолько высокотехнологичной? Честно говоря, об этом не думал. Не предполагал, в принципе, то, что будет задействована какая-то третья сторона, потому что, опять же, в политику не был погружен.